Всем привет, с вами Джаскаус. Сегодня я покажу и расскажу о не самом результативном, но довольно-таки интересном бое, со множеством фейлов как с моей, так и с других сторон. Линия Зигфрида, режим штурм. Как по мне, достаточно удачно получилось у разработчиков забалансить практически все аспекты игры в данном режиме, кроме вариативности игры в начале раунда. В общем, в целом мне нравится. В этот раз со мной в паре играл Кока-Кола. Он клевый чувак, смотрите его видео и остальных членов команды на нашем канале. Ладно, перейдем к бою. Уже стандартно на всех быстрых танках принято ехать на этот большой кусок рельефа, засвечивать и отстреливать вражеские танки, подъезжающие к нашим позициям, а также неопытных картоводов, пытающихся перекатиться в более удобные для себя места. Мой снаряд не нанес урона арте, но из-за того, что мы рано ее подсветили, союзники быстренько добили ее. Далее, я очень сливово ищу цели, по которым можно пострелять. Хочу найти прострел по танку, который находится к нам близко и рентгенит нас, но прострела я не нашел, и дал один шот запоздалой Т-44. После мне пришлось откатиться назад, так как танки, заезжающие из центра, в город имеют прострел по моей позиции, но дать дамаг наглому Центуриону не вышло. На противоположном фланге враги проехали, убив нашего 90-ка, а больше там никого из союзников и не было. Далее я поехал к своему созводному и хотел нагло перевалиться и добить вражескую 54-ку, но в последний момент я посчитал, что союзники ее добьют, и переключился на Т-10. Дамага я не дал, 54-ку не добили, ХП союзники потеряли, фейл. Далее я начал метаться из стороны в сторону, чтобы арте было труднее меня зацелить, ведь их все еще две, и они очень сильные. Искал варианты нанесения урона. И дал один дамаг Центуриону, и мы оба откатились в сейвы. Поскольку вражеская 54 была все еще жива, она сильно мешала, и я решил нагло выехать и добить ее. Этот момент, что я поехал на нее под засветом, мог плохо для меня закончиться, так как выкатился под обстрел арты, но хорошо, что они не дали мне дамага. Скорее всего, еще одной ошибкой была незарядка кумулятивного снаряда, ибо если зафейлить и не убить, в ответ можно получить по голове от нее же, от других танков и, как всегда, от богов войны. И мне, конечно, сильно повезло. Пробил 54 под таким углом под калибром и спокойно, не получив ничего от этого, уехал. А в этот момент друг Кола пострадал и спокойным голосом сказал, что почувствовал на себе БТРчик и был в кавычках крайне доволен. Далее я поехал ближе к центру, параллельно чувствуя, как больно Коле. Выстрелил американца, но снаряд не полетел туда, куда нужно, и соответственно дамага я не дал. Далее я творил даже для себя что-то непонятное. Пока на Эйзард была точно в КД, выкатывался на рельеф, чтобы дать шота по 54, но получив урон от Т-10, начал сваливать подальше отсюда, ибо нифига не понимал, что уже тут делать. Оценивая обстановку, стало понятно, что на всех направлениях у нас проблемы, и решил помочь городу, так как там уже активно почти как у себя дома катались вражеские танки. Первым в городе я увидел КВ-4, очень сильно бронированную машину. Он на меня не смотрел, и я решил выехать и дать ему дамаг, но он меня заметил. Получился для меня неудачный размен данной ситуации. Поскольку такие размены по ХП меня не устраивают, я поехал помогать в другом направлении. Дал дамаг Центуриону, а он по мне срикошетил. И снова на горизонте появляется КВ-4. В этот раз у меня получилось нанести ему урон и не получить в ответ. Потом я увидел, что он отворачивает ствол и выкатился на него, но он закатился от меня в сейф. Далее, не видя, куда можно пострелять, я поехал подсвечивать площадь. Нагло выкатившись, никого сразу не увидел. Когда уже закатывался назад, на фоне появился 704 объект. Но этот бой у меня полностью состоит из фейлов, и дамаг в легкой ситуации я ему не дал. Немножко потаившись за углом, я снова выкатился на объекта. И снова не дал ему урона. Печально вышел. В этот момент по красной линии мчался вражеский 90-ик. По его засвету уничтожили одну из арт, и я поехал за ним, в надежде спасти оставшуюся. Сфейлив на ходу один выстрел, я его все-таки догоняю. Идет небольшая перестрелка. Я стреляю по нему, а он по союзной американской арте. И по итогу он ее убивает. А я в этот момент ставлю его на гуслю и не оставляю ему шансов на выживание. Но все-таки он умудрился еще насолить мне, дав последним своим выстрелом по мне дамаг.
Счет 7-10 не в нашу пользу. Город мы уже практически полностью проиграли. Я, немножко помацевав от вражеской артиллерии, заезжаю на небольшую гору, чтобы помочь нашему Т-54И-1. Даю выстрел по Т-10, и в этот момент Пола мне говорит, что на нулевой линии в простреле стоит ваншотный объект 140, и я метким выстрелом забираю его. Далее я замечаю, что 704 объект поехал в город. Я его зацелил и дал дамаг. После я решил, что поеду в соло убивать Т-10, но хорошо, что по пути увидел прострел по тому же объекту. Иначе бы, если бы я поехал дальше, то скорее всего мы бы проиграли этот бой. Даю ему выстрел, и союзники добивают. И то ли я себя неважно чувствовал, или думал о чем-то другом, я не заметил, что Т-54И-1 был у меня в простреле и не смотрел на меня. Но Кола в этом моменте снова мне помог, сказав, что этот танк в зоне прострела. И у меня так удачно получилось поставить его на гусеницы, что я смог встать и стрелять по нему, прикрываясь от него за домом. Я его спокойно расстреливал, совсем немножко мансуя, но все-таки это случилось. Ладно, забыли. Вколол себе щепоточку БТРчика и поехал дальше. Нашей команде очень повезло с союзным ЕСТО. Он очень долго воевал в городе, и оставшись один, он также долго держался, давал дамаг. Но я помогал ему как мог, отвлекал взоры врагов и стрелял по Лорейну. У частично разрушенного фонтана есть несколько дырок, через которые можно стрелять. Так я и поступил. Начал давать дамаг по вражескому танку, надеясь, что не засечусь, так как между нами были деревья и кусты, но лампу я все-таки поймал. И понадеявшись, что другая вражеская арта не успела туда свестись, я дал еще один урон и отсветился. Далее, из-за того, что запасы прочности у моего танка на любой сплэш от арты, я решил уехать и поиграть на время, продав союзного Е100. У Лорейна и Т-10 слишком много прочности. Мне с ними в лобовую не повоевать, поэтому я просто уезжаю. Хорошо, что я согнал Лорейна, и мой отход был ближе к озеру, он не отсветил. Спокойно я проезжаю дальше. Тут, честно, сначала хотел поехать за артиллерией, но снова Кола меня переубедил и предложил остаться ближе к базе, так как у нас одна союзная арта все-таки осталась, и я могу поиграть на нее. Союзного Е100 забирают, и у врагов есть два варианта: идти искать меня и арту, либо вставать на захват. Пока я делал непонятно что, меня могли спокойно убить, но видимо они решили не разделяться и не искать меня, а сгруппировались и продвигались дальше по городу, в сторону захвата. Времени до конца боя 2 минуты, и если враги встанут на захват, одного сбития и последующего моего убийства может не хватить для победы, и рисковать подсвечивать осторожно из города было нельзя, так как танки, которые встанут на захват, могут зацелить переулки, к тому же есть еще и две арты. Но и я, немужественная лукаво, решил встать в куст рядом с озером, с него почти весь круг отлично просвечивается, и я могу спокойно стоять и ждать выстрелов союзной арты. Отлично. Т-10 светится, заезжая в круг, и я не свечусь, значит все идет хорошо. Следом заваливается на захват Лорейн. Что ж, остается только ждать сбития захвата, союзной арточки. И походу у этой самой арточки что-то переклинило, либо у него не было прострела по кругу. Она поехала сближаться, а захвата уже много, но я не растерялся. Лорейн, скорее всего, получив лампы в кругу, начал мансовать от арты. Я отъезжаю от куста на 15 более метров и избиваю захват, при этом не светясь. Лора поняла, откуда я по ней стреляю, и спряталась от меня за аркой. Я попробовал сбить захват 110, выстрелив гуслю, но он слишком неудачно ко мне стоял, и под большим углом от задницы прошел рикошет. И тут я понял, как сильно нафейлил. Захвата на Лоре было мало, и я в теории не успевал сбить захват 110. И тут арточка все-таки сделала свое дело и убила Т-10. Нам оставалось только выжить, и победа наша. Я решил спокойно уехать. Время закончилось, и мы победили. А Колу очень крут.
Болейте за вамбатов, следите за нами в социальных сетях и всем добра.